Всем привет, друзья! Мы находимся в городе Картахена и решили записать вам небольшой, совершенно маленький ролик об истории этого города. И история, которая воспряла как из пепла, про которую никто не знал, в 1990 году. Картага-Нова. Да, Город, да? Раньше это был город, назывался Картага-Нова. И в 1990 году обнаружили вот этот вот римский театр, где мы сейчас с Татьяной и находимся. Постройки 5 века до нашей эры, насколько я помню. Да, и он имел Из очень... экскурсии сегодняшней. Да, очень большое значение. Кто здесь находится в Испании, обязательно сходите, посмотрите. А мы вам вкратце сейчас расскажем историю. Кстати, в городе Картахена регулярно проходят различные мероприятия, связанные с римлянами здесь. Вот такие вот проходы из театра. Этот вход был для рабов, для низкого статуса людей. И самое интересное, что нам рассказали в аудиогиде, что огромное значение имел этот театр и политическое, и социальное, и развлекательное значение. Здесь сидели именно низкий состав, слой общества, скажем так, рабы. Далее сидели, располагались средний класс, и там, где вот мраморная белая полукруглая сцена, там находились, смотрели представления именно знать. Здесь представляли трагедии, комедии и пантомимы. И самое интересное, что так как было вот это вот разделение, и в том числе на входе и на выходе были вот эти вот надписи правителя, то это имело очень большое значение, именно политическое значение. Ну, а на этом месте сидели элита города, вельможи так называемые, прямо находились у самой сцены, а сцена имела деревянный навес, и он был направлен в сторону зрителей, и весь звук, который воспроизводился на сцене, был слышен, ну, слышали его люди во всем театре. То есть акустика была именно построена на такой направленной деревянной крыши. И на входе в театр были надписи внуков правителя римского. И, соответственно, каждый, кто приходил в театр, естественно, читал вот эту вот надпись и понимал, кто владеет и кто будет владеть властью в будущем. Были расположены вельможские ложи, сделаны были из белого мрамора. И вот так вот секторами размещались в самом первом, можно сказать, впервые первого ряду этого амфитеатра. Друзья, ну вот такой вид со сцены был. Конечно, монументальное такое строение. И все это дело под открытым небом, средиземноморским. Кстати, кошки бегают, он черная побежала, как слон. И вот это вот находилось прямо в центре города, который сейчас называется Картахена. Ну, с выхода на сцену. Друзья, ну на этом завершается наш коротенький ролик. За нашей стеной как раз граффити, посвященное этому римскому театру. Кто будет в Картахене, не забывайте обязательно подниматься, заходить в музей. Стоимость музея 6 евро. На одного взрослого. И 2,50 стоит аудиогид, который очень-очень интересный. Мы рекомендуем обязательно взять аудиогид. Вообще мы вам рекомендуем больше интересоваться историей того места, где вы живете, страны или города. Если вы в Испании, значит история Испании. Посещать интересные места. Ну а мы, конечно же, не гиды, мы просто вам показываем и рассказываем, а в описании всегда под видео оставляем ссылочку. От вас мы ждем комментарии, лайки, соответственно, подписку на канал, ну и репосты друзьям в соцсетях. Это приветствуется, нас станет больше и будет гораздо интереснее общаться вместе. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Adiós, amigos. Чао. Hasta luego. Nos vemos.